Погодка-то у нас вообще потрясающая, честно говоря. Но нет, нормально, с температурой все хорошо. Единственное, что, как всегда, непонятное море, зонтик с собой. И вот не знаешь, его в какой момент сейчас нужно будет включать, открывать, потому что все непонятно. И есть дождик, и нет дождика. В общем, едем, смотрим, что нам сегодня предложат в роддоме номер 1. Он у нас находится на Васильевском острове в очень красивом здании. По крайней мере, главное здание у них очень красивое, старинное вообще. И елочки там красивые растут. В общем, все сниму, покажу. Поехали. Красиво, да, я вот такую хочу. Такую хочу. Вот такой красивый. С колпачком. Зайчик. Вот вижу такой колпачок. А я знаю даже, как его сделать. Я уже погуглила. Так. Красота какая. Нет, внешне очень красиво. Потрясающе. А, как на картиночке-то у них красиво. Вот отсюда. Здравствуйте. Ой, как хорошо, как красиво. Ну что, снова всем привет. Я рада вас видеть на своем канале. Сегодня хочу рассказать, как мы съездили в роддом номер 1 на день открытых дверей. Как я и обещала, если мы будем ходить с подружкой, может быть не с подружкой, может я сама одна. В общем, если я буду ходить на день открытых дверей, то я буду рассказывать, ну вот, как там у них проходит все это таким образом. Что хочу рассказать. Роддом этот находится в красивом очень районе. Сам он, главное здание, выглядит очень красиво, эффектно, с елочками. Конечно, вы видите это видео. Но внутри мне лично не очень понравилось. Мое мнение таково. И так как все нацелено на конкуренцию, чтобы как можно большее количество женщин рожало в том или ином роддоме, соответственно, я подозреваю это все из-за родового сертификата, который выдает нам государство. Как я правильно прочитала, он дается на 12 тысяч и 6, из которых 6 это как раз получает та медицинская организация, в которой, собственно, и проходят роды, там, ну, по ОМС, неважно, там главное, что ваш родовой сертификат там присутствует. И поэтому я почитала тоже информацию о том, что если, например, женщине не понравится, как будут проходить ее роды, если ей там что-то вообще не понравится, она имеет право в ФСС написать жалобу. И в соответствующей там ситуации роддом может и вовсе не получить этих 6 тысяч с каждой женщины. Но детки у нас рождаются, понятное дело, каждый день, и не по одному штучке. Поэтому, конечно, каждый роддом старается привлечь как можно больше пациентов, клиентов, как они правильно для них называются, не знаю. Но, в общем, я думаю, вы поняли суть, которую я пытаюсь донести. То есть, как можно больше девочек привлечь в тот или иной роддом, чтобы именно у них они были. Поэтому делаются дни открытых дверей, поэтому все рассказывается. Некоторые показывают на слайдах палаты, некоторые даже показывают вживую часть палат, которые, ну, имеют возможность показать, понятное дело. Мы же там не будем, как студенты, смотреть, как дети рождаются. В общем, все, что в их силах, они стараются нам помочь, показать, объяснить. Всегда работает с нами неонатолог, какой-нибудь врач, акушеры и так далее. То есть какие-то люди, которые непосредственно работают с роженицами, да, и в то или ином времени, и, соответственно, нам информацию дают. Информация для меня лично, как я уже говорила, лишней не бывает никогда, поэтому я с радостью хожу, смотрю, выбираю. Пока у меня в приоритете 1. В принципе, у меня время еще есть, и я думаю, я еще успею посетить 1 или несколько роддомов, чтобы для себя все-таки выбрать, понять, где мне хотелось бы вот как раз
встретиться со своим малышом. Вот, теперь самое интересное. Что дали спонсоры? И какое у меня мнение сложилось о первом роддоме. В первом роддоме здание, как я уже говорила, главное, очень красивое, корпуса остальные, ну, так себе, но что мы хотим, это старый район. Да, собственно, все роддома у нас не такие уж и красивые. Хорошо, если главное здание симпатичное, на фоне которого еще потом можно пару фоточек сделать, когда забираешь своего пупсика. Поэтому, собственно, претензий нет именно к внешнему виду, но к внутреннему у меня были претензии, потому что для меня у любой организации главный критерий – это чистые туалеты. Вот как хотите, воспринимайте эту информацию, но я считаю, что если в организации следят за чистотой такого важного момента, как туалет, особенно если это касается организаций медицинских, когда там, извините, дети рождаются, то туалеты должны быть просто блистать. А в этом роддоме мне не понравилось. Как все беременяшки, конечно, мне приспичило в середине лекции. Я там ближайший пошла, и мне совсем не понравилось. Был острый запах, то есть понятно было, что какое-то количество времени, даже, наверное, не полчаса, там никто ничего не мыл. Пол был грязный, унитаз, соответственно, там тоже не очень. И я посчитала, что для меня это в том числе показатель. С подругой мы ходили, ей не понравилось то, что было очень душно, никто даже не побеспокоился. Целая аудитория беременяшек сидит, и никого не побеспокоило, что вообще-то душно. Обычному-то человеку не всегда комфортно быть именно в душном помещении, ну а беременяшкам тем более. Я думаю, каждая беременная девочка меня поймет, потому что, вот, например, моя подруга, она не смогла даже сидеть, ей пришлось выйти в коридор, потому что там посвежее, и слушать вот эти вот мысли, лекции и так далее уже с коридора. Это тоже не есть приятно. Что за забота о беременных, да? Привлекать вы привлекаете, а позаботиться о них не можете, что вы не можете вентиляцию какую-то предложить сделать, то есть, может быть, какое-то окно приоткрыть слегка, чтобы можно было свежий воздух получать, или что-то нужно было придумать, как, например, в 18-м роддоме, то есть теперь это городской перинатальный центр номер 1, там на девочках беспокоились, открывали окна в течение лекции всей, уточняли, спрашивали, не холодно, не душно, может быть, вам сквозняк сделать, открыть дверь, да, например, в зал, чтобы немножко был сквозняк, чтобы была какая-то вентиляция, да, и не замерз никто, и не жарко, чтобы, в общем, о девочках побеспокоились. Здесь о девочках никто не побеспокоился, но мне понравился неонатолог, и мне понравился врач тоже. Неонатолог много информации, да, в том числе уточнил, что, оказывается, в группе риска по желтухам, которые вот у детишек в первые дни, там желтушка может быть, в группе риска первая группа крови. Мужчина спросил, у кого, мы подняли руки, у меня тоже первая положительная. Ну и он еще спросил, а отрицательная первая у кого-то есть? Ну, ни у кого не оказалось, видимо, немножко редко. Я сказала, ну это вообще победители по жизни. Вот у нас, точнее, у кого есть первая группа, есть вероятность, но не факт, конечно, что у малыша может быть первые дни желтушка. Вот такой интересный факт. И оказывается, папочкина кровь здесь не влияет мамочкина. Также мне понравился врач. Я, конечно, не запомнила, как его зовут, потому что мы беременные, природа нас позаботилась. Мы должны быть тупенькие и счастливые. Ничего не запоминать, ничего не думать, но, по крайней мере, было интересно слушать. Врач мне понравился своим высказыванием в том числе, то есть это много информации, положительно все там рассказал, как что происходит и так далее, но что-то даже там, ну, не подсоветовал, а так объяснил. Но мне больше всего еще понравилось то, что он, например, сказал, что я там старых годов, да, там я там еще как придерживается других там каких-то определенных рамок, и в том числе режима дня, что все-таки вот он считает, что лучше всего для малыша это режим.
Каждая мамочка, безусловно, как считает нужным, так и будет поступать со своим ребенком. Это ее ребенок, она всегда знает лучше, что для ее ребенка. Но лично мое мнение, это просто мое мнение, да, о том, что все-таки режим нужен. Я даже по себе вот всегда чувствую, когда я стабильно просыпаюсь примерно в одно и то же время, ложусь в одно и то же время, мой организм, он уже как часики начинает работать, он себя чувствует лучше, ведет себя, как говорится, лучше. А когда вот беспорядочно, тогда немножко вот не так воспринимается все. Но это только, например, у меня или схожего характера со мной вот люди. А кому-то, например, удобно вообще без разницы, когда лечь, без разницы, когда встать, и чувствует себя прекрасно. То есть тут, опять же, все зависит от каждого человека в отдельности. Тут невозможно все это в кучку собрать и там всех под одну гребеночку посадить, да. Каждый человек индивидуален. И вот так же он сказал тоже, и роды каждый индивидуален. Ну что, самое интересное, продолжаем. Смотрим, что все-таки нам дали. Что нам дали, но в этот раз спонсоры немножко были скупы. Все-таки в перинаталке мне подарков надарили 3 пакета. Я была жутко довольна и под впечатлением в том числе. Мало того, что от отзывов своих знакомых, девочек, да, кто рожалась, подружек и так далее, еще и была приятно удивлена, что были вот от спонсоров подарочки. Подарок также был от Nutrilak. Сейчас мы посмотрим. Здесь дали только одну вот такую вот коробочку. Не дали 2, здесь только для мамочки Фемилак дали, для беременных кормящих женщин. А в городском перинатальном центре дали 2, дали еще детскую попробовать, чтобы мы могли, понять тоже, попробовать, посмотреть, сравнить составчики и так далее. Была возможность. Здесь нам выдали только одну бутылочку, коробочку. И также нам информации здесь, как всегда, надавали. Что мне вот сейчас я скажу как раз, да, вот вижу как раз эта информация, я хочу немножко поподробнее о ней сказать. И самое вот интересное, мне понравилось, это брошюрка и рекламка там была про Центр клеточных технологий Покровский. Вот чем мне интересен, и если вот у кого финансы позволяют, то я думаю, это будет правильным решением взять и воспользоваться этой услугой. Потому что здесь Покровский банк один из крупнейших биобанков персонального и общественного хранения клеток пуповинной крови и мезенхимных, я надеюсь, я правильно прочла, стволовых клеток в России. Был создан в 2007 году, с 2010 года является технологической базой Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. То есть, если вдруг у малыша возникнут какие-то генетические проблемы со здоровьем, у него будет возможность воспользоваться своими же стволовыми клетками. Мама и папа, оказывается, не очень идеально подходят, как, например, братик или сестренка у малыша, да. И вот есть возможность именно свои клеточки при рождении сохранить и, мало ли что, воспользоваться. Единственное, что это, конечно, не дешевое удовольствие, но смотря для кого как. По финансам каждый смотрит сам. И если позволяет финансовая сторона, то вот это хорошее вложение, я считаю. Это даже круче, чем простой ДМС. Так, и Мэрисы. Мэрисы, как всегда, дарят 3 подгузничка, что тоже очень классно. Если не хватит маленькой пачечки в роддом, то вот подарочки еще можно будет воспользоваться. Так, и здесь вот информация тоже мне интересна была. Во-первых, это книга по уходу за новорожденным. Такая прикольная. Что в ней классного? Понятно, сделать тут про ляльку, там что, бла-бла. Это мы уже, наверное, каждая девочка 100 курсов прошла заранее, и ей уже, наверное, уже вот везде эта информация. Здесь самое главное, мне понравился календарь прививок. Классно, да? Вот, например, первые 12 часов это вирусный гепатит, первая вакцина. 3-5 суток это туберкулез, БЦЖ, первый месяц, вторая вакцина. Классно, короче, прикольно. Вот это мне понравилось, да, вот календарь прививок для пупсика, это да. И здесь даже есть вот место для фоточки. Классно.
Она больше как информативная такая книжечка. Хорошую вот эту дали в этот раз. И еще, вот это мне понравилось, роды с Доулой. Оказывается, этот вот именно роддом работает с целой там компанией, да, здесь дополнительная информация. Что значит здесь? Значит, здесь, во-первых, здесь можно выбрать помощницу себе. Целая тут коллекция девчонок. Какие-то девочки туда были с нами. Во-вторых, вот она программа. Программа роды с Доулой включает вот встреча, индивидуальная беседа, информационная поддержка с момента заключения договора, сопровождение родов и рекомендации по уходу там за новорожденным, бла-бла. Тут много информации, не буду засорять эфир. Можно почитать всегда, именно в Санкт-Петербурге или в принципе, может где-то вы там находитесь, может у вас тоже есть. Самое классное, что это по ОМС в том числе, но точнее для родов ОМС в том числе тоже подходит, но они тоже стоят. Вот у них стоимость сопровождения родов с Доулой по полису ОМС 35 тысяч. Есть, вот у нас, например, вот, например, в городском перинатальном центре 15 тысяч долларов стоит. Нужно просто смотреть, в каком роддоме сколько стоит вот такая вот услуга. Можно, конечно, и там маму, папу, подружку, друзья, мужа, кого угодно с собой взять, одного человека, но там нужно будет определенные условия к этому иметь. А еще хочу немножко похвастаться. Я себе купила вот такой дневник для беременяшек, для мамочек в ожидании. Чем он мне нравится, я его долго выбирала. Купила я его, кстати, на Озон. Могу ссылочку оставить в описании. К сожалению, это не реклама. Мне за это не дадут денег. Но я сделаю доброе дело. Вдруг кому-то, если он понравится, то вы сможете себе его заказать. Скидки нет, потому что мне рекламу пока не предлагают. Так вот, здесь мне нравится, что можно какие-то данные свои записывать. Там план на месяц вот есть, например. Там что-то нужно там... Ну, вот, например, настроение, вес, обхват живота, месяц. Потом здесь даже указывается, как выглядит мой малыш. Там. То есть вот эти все интересные моменты. По месяцам расписано также. Ну, то есть интересный такой действительно дневник. Действительно дневник, где ты пишешь там свои данные, какие-то свои планы, что нужно сделать и так далее. Ну, это интересно. Вот у нас сейчас 7-й, мы тут уже чуть-чуть заполняем. Я, правда, не сказать, что супер классно заполняю его, но на память мне все равно будет приятно почитать. Когда уже там, не знаю, может, год, два, три, достанешь пыльную коробку с антресолей, и там будет вот это. И достал такой, почитал, какие мысли у меня были интересные, что там делала, какие моменты беременяшности у меня были. Ну, как бы, я считаю, что это нужная вещь, и поэтому я себе ее заказала. А еще хочу рассказать про свой синдром гнездования. У всех беременяшек он присутствует в той или иной мере, либо начинается в каком-то моменте. У меня, например, он вот тоже начался, и мне хочется тоже что-то сделать самой. Мне вдруг на рукоделие, вот как-то меня в сторону рукоделия понесло. Хочется что-то сделать, сшить, связать. И тут я решила связать игрушку крючком. Для меня это очень так сложно на самом деле. Никогда в жизни ничего не вязала крючком. Спицами умею, крючком вообще нет. Не могу понять. Так очень сложно для меня эти их петли. Ой, с нескольких раз, и даже не с 3-го раза у меня получилось, но все-таки получилось. Связала я котеночка из серии «Критика приветствуется, но не судите строго». И глазки я ему сделала из ниток мулине, потому что я все-таки побоялась, что вдруг, если я прослежу и пластиковый глазик кто-то съест, и все-таки мне морально комфортно, что полностью экологичная продукция. Да, продукция. Экологичный получился котеночек. Все-таки классно, когда ты что-то делаешь своими руками. Мне нравится вот именно стараться делать, вдруг получится, и все-таки иногда получается. Хочу фотосессию Newborn заказать вот первые 2 недели малышу, чтобы как раз была возможность запечатлеть, какой он совсем крошка, и чтобы была моя игрушка в
том числе на фото. Ну вот, все интересные новости на сегодня вам рассказала. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, будете всегда в курсе, когда выходит новое видео. Ну что же, всем пока, до новых встреч, увидимся в новых видео.